На днях сын чеченского миллиардера Тимур Бажаев устроил драку с правоохранителями в Москве. Молодой человек, решивший, что ему все дозволено, набросился с кулаками на полковника полиции, не позволившего ему пройти через служебный вход на концерт в Лужниках. После задержания, как и ожидалось, активизировались решалы, которые пытаются повлиять на ход расследования. В суде Тимур Бажаев изложил собственную версию произошедшего. Обо всем этом и расскажем в этом выпуске. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Недавно в Лужниках прошел концерт Леонида Агутина. Желающих посетить мероприятие было огромное количество, и на входе можно было наблюдать толпы поклонников исполнителя хита «Босоногий мальчик». Ожидалось, что стадион посетят более 70 тысяч зрителей, поэтому меры безопасности были усилены. Среди тех, кто хотел лично услышать знаменитого исполнителя, оказался и Тимур Бажаев, сын чеченского миллиардера Мусы Бажаева, представительного бизнесмена и совладельца концерна группы «Альянс», интересы которого включают строительство и добычу полезных ископаемых. Однако Тимур решил, что толпиться среди остальных не для него, и решил пройти через служебный вход спорткомплекса. К его удивлению, на пути встал начальник отдела охраны общественного порядка УВД ПЦАЛ, полковник полиции Александр Махонин, который не пропустил его. Полковник предложил Бажаеву-младшему пройти досмотр вместе со всеми через обычный вход. Но молодой человек избрал иной путь, он перелез через забор и атаковал полковника с кулаками. Полицейский был ошеломлен дерзостью нападавшего и пропустил несколько ударов от Бажаева. На помощь подоспели еще два сотрудника полиции. Но даже с поддержкой их силы было недостаточно, разъяренного молодого человека удалось усмирить с трудом, так как он яростно сопротивлялся. Появилось предположение, что Тимур Бажаев находился в невменяемом состоянии из-за употребления запрещенных веществ. Полицейский Александр Махонин известен тем, что проходил свидетелем по так называемому болотному делу, возбужденному после беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. На тот момент Махонин занимал должность заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий УВД ПЦАЛ. Полковника также упоминали в СМИ в 2019 году, когда в ходе несогласованной акции протеста сотрудник полиции ударил девушку в живот. Возвращаясь к нашей истории, известно, что личность нападавшего была установлена практически сразу, и в СК РФ оперативно было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, статья 318 УК РФ. По версии следствия, 27 июля Бажаев вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти. Представитель коллегии Юрцентр, адвокат Андрей Васильев, заявил, что ответственность за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей зависит от того, какой вред жизни или здоровью был причинен должностному лицу, но даже если вред незначителен, виновного могут приговорить к штрафу до 200 тысяч рублей, принудительным работам на срок до 5 лет, аресту на срок до полугода или лишению свободы на срок до 5 лет. Однако очевидно, что с расследованием этого дела следователям придется нелегко. Как сообщает ряд информационных ресурсов, практически сразу же после задержания сына миллиардера активизировались так называемые решалы. Так, в частности, бывший советник главы Росгвардии, депутат Александр Хинштейн сообщил, что руководство МВД взяло разбирательство дела под контроль в связи с активными попытками повлиять на его ход. Цитата. «Лично знаком с Мусой Бажаевым. Однако, каким бы уважаемым человеком не был его отец, это не дает права сыну средь бела дня в центре Москвы бить по морде полковнику полиции», написал Хинштейн в своем телеграм-канале. Также депутат напомнил, что Бажаев ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД ПЦАЛ Москвы Александра Махонина, отвечающего за всю общественную безопасность Центрального округа. Нападение попало на видео, от своей позиции полицейские уже не откажутся. Уйти от ответственности виновному никак не удастся, резюмировал депутат, добавив, что не испытывает ни малейшего злорадства по этому поводу. По поводу неотвратимости наказания в случае с Тимуром Бажаевым, тут с депутатом можно поспорить. Его отец, Муса, очень влиятельный человек, причем уроженец Чечни, а как представители этой национальности умеют решать вопросы, ни для кого не является секретом. Что известно о бизнесмене? Муса Бажаев, долларовый миллионер из списка Forbes, родился в Чечне, в Очхой-Мартане, в 1966 году. Выпускник Грозненского нефтяного института. В начале 90-х начал свою карьеру в московском представительстве швейцарской нефтетрейдинговой компании.
В 2000 году Муса возглавил многопрофильный холдинг «Альянс», имеющий активы в строительстве, пищевой и текстильной промышленности, финансовом секторе и медиабизнесе. С середины 2000-х Муса занялся разработкой месторождений цветных и драгоценных металлов, параллельно участвуя в восстановлении Чечни после войны. Он также руководит несколькими благотворительными фондами: Фонд социальных программ имени Зии Бажаева и Фонд поддержки заложников и жертв теракта в Москве. По данным на 2021 год, состояние Мусы Бажаева оценивалось в $750 миллионов. Узнав о поступке Тимура, Муса Бажаев был якобы сильно удивлен. «Я не думаю, что сын мог совершить какие-то неправильные асоциальные действия. Думаю, что все будет нормально. Мне пока об этом неизвестно. Бороться особо не собираюсь. Если он виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если нет, значит нет», заявил Муса Бажаев в интервью с журналистами. Настроение отца можно понять, выражение «думаю, что все будет нормально» говорит о многом. Единственное затруднение создает видеозапись инцидента. Но стоит вспомнить аналогичный случай с задержанием министра МЧС Чечни. Запись атаки на полицию была, однако последствия дела всем известны. Сейчас мы знаем, что Тимур Бажаев задержан на 2 месяца для проведения расследования. На суд над золотым мальчиком Тимуром Бажаевым 29 июля он был доставлен в наручниках. От наручников на его запястьях цепь тянулась к его ногам, где также были закреплены браслеты. Эти кандалы позволяют ходить лишь мелкими шажками. Согласно регламенту, подобные меры применяются к большинству обвиняемых с исключениями для женщин, детей и тех, кто осужден по экономическим статьям. Однако нередко можно видеть обвиняемых в серьезных преступлениях только в наручниках. Бажаева доставили в зал Замоскворецкого суда для избрания меры пресечения. За нападение на представителя власти Тимуру грозит до 10 лет колонии. В понедельник его привезли в суд для определения меры пресечения на время следствия. Когда обвиняемого завели в клетку, конвойные сняли с него кандалы. Бажаев потер свои запястья и сел на скамью. Журналистам было запрещено задавать ему вопросы. Суд начался традиционно, с установления личности обвиняемого, процедура формальная, но иногда весьма интересная. Так было и в этот раз. 21-летний Тимур сообщил, что родился в Ницце и живет в Москве, но точного адреса не помнит. Один из адвокатов, а интересы Тимура представляют 2 защитников, прервал его и зачитал суду адрес регистрации. Тимур учится на 3-м курсе МГУ и холост. По трудовой книжке он числится советником генерального директора Черногорской рудной компании, входящей в группу «Русская платина», которой владеет его отец Муса Бажаев. В своей речи Тимур попросил суд не отправлять его в СИЗО, ссылаясь на хронический бронхит. Перед этим он рассказал свою версию событий того субботнего вечера, когда произошла драка. Стоял с друзьями у КПП в Лужники, Махонин закрыл проход из 2 существующих. Я вежливо спросил, как пройти. Он проигнорировал. После этого я решил приподнять калитку. Махонин начал меня толкать, материть. Но теперь он говорит обратное. Я не сумасшедший, я нормальный человек и не мог напасть на полицейского. Я пытался вырваться. У меня вот здесь синяки, указал парень на свои руки. А после обратился к суду с риторическим вопросом. Можно ли оскорблять мою честь и достоинство вот так ни с того ни с сего? Считаю, что незаконно здесь нахожусь. Следователь и прокурор единодушно ходатайствовали, пока идет расследование, взять молодого человека под стражу. Посовещавшись, судья вынес решение: заключение до 26 сентября, то есть на ближайшие 2 месяца. Это стандартный срок ареста на время расследования. Если следствие к этому времени не закончит, то суд по избранию меры пресечения повторят. При этом сторона защиты может в течение 10 дней обжаловать решение суда. А что насчет этого всего думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!